Всем привет, меня зовут Елена, это канал Вяжу с удовольствием. Сегодня я вам предлагаю вместе со мной связать вот такую красивую лапопейсу, которая вяжется от горловины сверху вниз, без швов. Очень легко и просто. По такому принципу можно связать ее на любой размер абсолютно, хоть на ребенка, хоть на взрослого. У меня здесь на 5-летнего ребенка я вяжу, но это не важно. Вяжется он от горловины, все я принципы основные показала, поэтому вы можете связать абсолютно на любой размер. Я еще совсем не до конца довязала, конечно, у меня рукавчик остался недовязанный, но все примерки этот свитер прошел, сидит он идеально. Фотографии потом я вам покажу либо в сообществе, либо в моей группе ВКонтакте. Вот, когда будет совсем готов. Но поскольку сегодня понедельник и выход у меня должен быть моего видео, поэтому я имею полное право вам сегодня уже показать этот свой свитер, поэтому показываю. Я его вяжу из остатков, поэтому у меня здесь на свитере разные цвета внизу идут, вот, но это не важно, можно связать хоть двухцветным, хоть трехцветным, вот, и это уже по вашему усмотрению. У меня здесь пехорка народная пряжа, 30% шерсть и 70% акрил. Бюджетная, отлично подходит для детских вещей. И в носке отлично себя ведет, не колючая для детей, я говорю, уже подходит. Вот. Здесь у меня 3 цвета, из остатков я собираю, как я уже сказала. Вот, поэтому вот как-то так. Так, еще что не сказала. Спицы у меня здесь 2 видов. Одни чулочные, вторые круговые и 2 номера. Один меньше, другой больше. Эти у меня спицы номер 3, а вторые спицы, которые основные, спицы номер 4. Так, спицы подбирайте исходя из своей пряжи, исходя из своей плотности вязания. Обязательно вяжем образец для начала. Измеряем, сколько петелек в сантиметре, потом продолжаем работу дальше. Образец, если вы пряжу не знаете, конечно же, вяжем, стираем, сушим, только потом измеряем. В общем, все нужно сделать по правилам, если вы хотите, чтобы изделие ваше сидело как следует. Вот. Схема кокеточки будет в сообществе. Она у меня начерчена от руки. Поэтому я постараюсь ее как-нибудь почетче сфотографировать. Будет также схема в моей группе ВКонтакте на стене. И в моем инстаграме будет схема, если она туда, конечно, поместится. Вот, что еще не сказала. В общем, все основные моменты я вам показала в видео. Смотрите внимательно и создавайте свою красоту. Всем приятного творчества. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, оставлять свои комментарии, потому что это очень важно. И это ваша благодарность за мои труды. Все, всем приятного просмотра. Приступаем к вязанию. Прежде чем вязать, нужно будет связать образец теми спицами, которыми мы будем вязать основное полотно. У нас здесь будет использовано 2 вида спиц. Меньший номер спиц на вязание горловины и больший номер спиц на вязание основного полотна. Вот мы вяжем образец спицами большего номера. Измеряем, сколько петелек в сантиметре в одном. Допустим, у вас 2 петли в сантиметре, но это так возьмем, чтобы было легче считать. И нужно измерить будет обхват головы. Допустим, обхват головы у нас 50 сантиметров, а у вас 2 петли в 1 сантиметре. Нужно 50 сантиметров обхват головы умножить на 2 петли, и получается у нас 100 петель. Нам нужно набрать на обхват головы. Это для того, чтобы пролезала у нас голова в горловину. Но мы будем учитывать здесь еще растяжимость, поэтому можно будет убрать смело 1 или 1,5 сантиметра, а может быть даже 2, смотря кто как вяжет. И еще здесь нам нужно учитывать то, что сюда должен уместиться раппорт узора. Вот у меня здесь, например, вот такая схема узора. И будем смотреть по самому начальному ряду. На самом начале ряда у нас здесь 3 петельки. Вот эти 3 петельки нам нужно уместить в наше количество петель. Ну, такое количество раппортов по 3 петли, чтобы влезало в то количество петель, которое мы хотим набрать изначально. И чтобы у нас влезала голова. Вот.
100 петель на 3 никак не делится, поэтому нужно откинуть какое-то количество петелек, чтобы делилось на 3. Допустим, 96 разделить на 3. У нас получается круглое число. И вот как раз 96 петелек мы можем взять. И одновременно бьем 2 зайцев сразу же. Так, сейчас мы поделим 96 на 3. Получается 32 раппорта узора у нас уместится в нашу окружность, если мы наберем 96 петелек. Но это так, для примера я говорю. Это нужно все равно будет учитывать, какое количество петелек у вас помещается в 1 сантиметр, какой у вас обхват головы и какая плотность вязания. В общем, все будет зависеть только от этого. Поэтому обязательно вяжем образец и измеряем. Если вы вяжете из незнакомой пряжи, то, конечно же, сначала нужно образец постирать, высушить, только после этого измерять. Затем набираем на спицы это количество петелек и вяжем горловину. Я связала вот такую высокую горловину. Можно вязать любую, можно маленькую, если вам не хочется большую горловину вязать или вы не любите. Я вязала сначала эту горловину на 5 спицах, потому что мне так удобно. И если вам, может быть, так тоже будет удобно, я заодно покажу, как я это делала. Может, кому-то пригодится. Набирать можно, конечно же, любым узором, любым способом, каким вам удобнее всего это делать. Я набирала классическим способом, поэтому сейчас наберу, например, по 4 петельки на каждую спицу, чтобы только просто показать начало работы, если вы захотите на 5 спицах вязать горловину. Вот мне всегда удобнее начинать именно такие вещи с 5 спиц, потому что ими удобнее вязать такие узкие вещи, как горловины, рукава. Мне почему-то вот на круговых начинать всегда неудобно. 3, 4. Так вот на каждую спицу набираем. Можно, естественно, на круговые сразу набирать. Никто вообще ничего не спорит с этим вопросом. Я показываю, как мне удобней. Вот я набрала на все 4 спицы. 5-я спица у нас в работе. Вот так вот выравниваем. И начинаем вязание. Я вязала резиночку 1 на 1. Можно вязать любую резиночку, какую вы захотите. У меня была резиночка 1 на 1. Первую я провязываю и продолжаю вязание. Тем более у меня вот эти вот спицы чулочные, они как раз подходящего меньшего номера для того, чтобы потом перейти на спицы большего номера. Все, я провязываю вот так. В общем, вяжу резинку просто 1 на 1, всю горловину, а потом перехожу на круговые спицы. Так получается гораздо аккуратнее начало. Вот. И легче вязать. Ну, мне, по крайней мере, не знаю, как вам. Может быть, и вам тоже так понравится. Так. Продолжаем вязать. Просто резиночку 1 на 1. Всю длину. Так. Подтягиваем здесь. А вот когда в круговом вязании вязаночная петля вот стоит не так, я ее вот другую стеночку беру и провязываю, чтобы получались не перекрученные петли на изнаночной стороне, чтобы резинка была более эластичной и не такой стянутой. То получается резинка такая прям дубовая, если петли перекрученные. И на горловине это не всегда удобно.
В общем, вот таким образом вяжем горловинку. Ну, просто вот она у нас получается. Это я для примера вам показала. Вот моя горловина. Я ее уже провязала. Так, и перешла на спицы большего номера, как я уже сказала. Теперь будем начинать вязать по схеме узора. Мы определились с шириной горловины, с количеством петелек, которые нам нужно набрать, исходя из вашей плотности вязания и окружности головы. Вот, объясняю. Первые 2 ряда у нас идут просто основным цветом, без других цветов. То есть нужно провязать 2 ряда лицевой глади основным цветом. С 3-го ряда уже начинается вывязывание жаккарда. Вот 2 ряда я уже привязала. Я это сделала за кадром, чтобы побыстрее. И теперь начнем сразу же с вязания жаккарда. Вот в этом ряду у нас идет начало, самое начало ряда это белый или там другой цвет. Потом основной цвет, снова другой цвет. Как это будет выглядеть при вязании? В круговую. Потому что это всего лишь раппорт, то есть тот участок, который повторяется несколько раз. Сейчас мы будем это делать. Берем пряжу другого цвета. Я буду делать белой пряжей. Так, сейчас я возьму белую пряжу. И еще самое главное, конечно, чтобы пряжа совпадала по толщине. Итак, по схеме у нас что здесь происходит? В общем, в 3-м ряду белая пряжа, зеленая пряжа, белая пряжа. Потом снова белая, зеленая, белая. И так дальше до конца ряда. Начинаем. В общем, присоединяем ниточку. Я присоединяю обычно вот таким образом. Привязываю к основному цвету сначала, чтобы она никуда не бегала и не мешала. Так. И начинаем с контрастного цвета, поскольку он идет там первый. В схеме у нас нарисовано сначала белая петля, потом зелененькая петля, потом снова белая петля. Можно сразу 2 нитки на 1 палец надеть и вот таким образом вязать. Потом снова у нас вот 1 раппорт мы провязали белая, зеленая, белая. Дальше снова идет белая, потом снова зеленая. Зеленая, потом снова белая. Потом снова повторяем раппорт. Белая, зеленая, белая. Снова белая, зеленая, белая. И так дальше до конца ряда. Мы повторяем этот раппорт до конца ряда. Здесь у нас нет изнаночных рядов, поскольку вязание по кругу. Тут вот на циферки не обращайте внимания, это я неправильно тут их пронумеровала. Вяжем так весь ряд до конца. Провязала ряд до конца. В конце ряда у нас должна быть 1 белая. И в начале ряда у нас должна быть 1 белая. Таким образом у нас раппорт должен сложиться. Как бы 2 половинки должны соединиться в 1 целую. У нас между зелеными петельками идут 2 белые. Здесь у нас также точно получилось. И теперь переходим к следующему ряду, 4-му. Здесь у нас 1 белая, 1 зеленая и 2 белые. Причем эти 2 белые должны быть связаны из 1 петли. Здесь у нас идет прибавочка. Вот увеличение на 1 петлю расширения в этом месте показано. Из 1 петли нужно будет провязать 2, из 1 белой причем. Так, снова начинаем вязание с белой петельки. Белая петелька, дальше зеленая петелька. И из 1 белой петельки сделать 2. 1, из этой же петельки 2.
Дальше снова 1 белая, 1 зеленая. Из одной белой сделать 2 петельки. 1, 2. То же самое. 1 белая, 1 зеленая. Еще раз из одной петельки белой сделать 2 петельки. 1, 2. Еще раппорт показываю один. 1 белая, 1 зеленая, еще раз 1 белая, из нее же сделать еще одну белую петлю. Так, следующий раппорт. 1 белая, 1 зеленая, и из одной белой сделаем 2 белых. 1 белая и 2 белая. И так дальше мы вяжем до конца ряда. Так, все, я закончила вязать. Какой получается у нас 4-й ряд? Да, 4-й ряд с прибавками. Закончить ряд мы должны были из 1 2. Вот, теперь перехожу к вязанию 5-го ряда. 5-й и 6-й ряд, получаются, будут одинаковыми здесь. 1 белая, 1 зеленая и 2 белых. Мы так вяжем 2 ряда, как вот здесь написано по рисунку. Еще 1 белая, 1 зеленая, 2 белых, снова 1 белая, 1 зеленая, 2 белых. Следующий раппорт снова с белой начинается. 1 белая, 1 зеленая, 2 белых. Следующий раппорт. 1 белая, 1 зеленая, 2 белых. В общем, таким образом вяжем 2 ряда. 5-й и 6-й ряд получаются одинаковыми. Вот что у нас уже тут вырисовывается. Я провязала 5-й и 6-й ряд. Вот что получается уже. Так, теперь переходим к вязанию 7-го ряда. Так, покажу поближе. Вот он, 7-й ряд. 3 темных петли и 1 светлая. Раппорт узора. То есть там, где у нас была, начиналась с белой петли, теперь будет зеленая петля. Меняем ниточку на зеленую, первую. Так. Зеленая. Еще 2 зеленых. Итого 3. И 1 светлая. Дальше снова 3 зеленых, 1 светлая. Снова 3 зеленых, 1, 2, 3 и 1 светлая. Вот что получается. Снова 3 зеленых, 1, 2, 3, 1 белая. И так дальше вяжем до конца ряда. 7-й ряд закончился. В конце ряда у нас 1 белая петелька. Так, переходим к вязанию 8-го ряда. Что у нас здесь в 8-м ряду смотрим. Так, 8-й ряд. Так, 1 зеленая, 1 белая, 2 зеленых. Так, и продолжаем так до конца ряда. Так, 1 зеленая,
1 белая, 2 зеленых, 1, 2, 1 зеленая, 1 белая, 2 зеленых, 1, 2, 1 зеленая, 1 белая, 2 зеленых, 1 зеленая, 1 белая, 2 зеленых, 1 зеленая, 1 белая, 2 зеленых. И так до конца ряда. Вяжем раппорт этот. Еще раз покажу. Так, 8 ряд я провязала. Обратим внимание, что у нас должно быть в конце ряда 2 зеленых. В начале ряда у нас была 1 зеленая. Итого получается тоже 3. Раппорт у нас все правильно сложился здесь. Так, переходим к вязанию 9 ряда. Здесь у нас сейчас будет снова прибавка. Эту прибавку я буду делать из протяжки, поскольку здесь это самое удобное. Должны мы будем сделать зеленую петлю из протяжки, потом провязать 3 белые, где у нас была зеленая, должна быть белая петля, поэтому мы будем делать из протяжки вот эту петлю, первую прибавку. То есть первая зеленая из протяжки, 3 белые, 1 зеленая. Итак, начинаем. Снова зеленая ниточка у нас будет первая. Из протяжки мы берем протяжку, накидываем ее на спицу и делаем прибавочку. Зеленую петельку провязываем из протяжки. Дальше 3. Вот эти петли у нас где были? Где они у нас были? Они у нас были зеленая, белая и зеленая. Будут все 3 белых. 1, 2, 3 и 1 зелененькая. Так, и снова следующий раппорт. Так, из протяжки зеленую вяжем. Провязали 3 белых, 1, 2, 3, 1 зеленая. Снова из протяжки прибавляем следующий раппорт. 1 зеленую вяжем из протяжки. Дальше 3 белых, 1, 2, 3 и снова зеленая петля. Следующий раппорт снова из протяжки зеленую вяжем. Дальше 3 белых, 1, 2, 3, 1 зеленая. Снова из протяжки вяжем 1 зеленую. Дальше 3 белых, 1, 2, 3. Дальше 1 зеленая. И так далее до конца ряда мы делаем по такому же принципу вязания. И дальше, я надеюсь, все понятно. Вяжем по схеме, по такому принципу, где у нас указаны вот эти увеличения. Мы делаем прибавки либо из 1-2, либо из протяжки. Вот в конце раппорта удобнее делать из 1-2, в начале раппорта удобнее делать из протяжки. Вяжем по рисунку всю вот эту схемку. Схемку я оставлю в сообществе, прикреплю ее. Можно будет смотреть и будете вязать по такому же точно принципу. Я думаю, что здесь больше ничего такого особенного объяснять не нужно. Все понятно будет. Все будет, рисунок складываться будет, если вы будете точно вот следовать раппорту и схеме.
Я закончила вязание своей кокетки. Сейчас скажу, сколько сантиметров у меня получилось от горловины до последнего ряда. 12,5 сантиметров. Этого достаточно, потому что я вяжу на ребенка 5 лет. Нам этого достаточно по нашим меркам. Если вам нужно, конечно же, больший размер, то вы вяжете, продолжаете дальше. У меня заняло всего лишь 32 ряда это. Я выполнила только 4 прибавки, 5-ю прибавку я уже не выполняла. Я остановилась вот здесь, 32 ряд. Все. Дальше я буду продолжать однотонной пряжей без жаккарда. И сейчас будем делить на спинку, перед и рукава. Еще что хотела сказать. Если вы хотите еще более длинную кокетку связать, то можно каждый ряд дублировать. Вот, например, провязали один ряд, вот как написано на схеме, и этот же ряд также точно на следующий ряд точно так же провязать. То есть удлинять ряды, чтобы кокетка была более длинной, если в этом есть какая-то необходимость. Но вообще, в принципе, обычно эти схемы построены так, что обычно хватает длины кокетки на тот размер, на который нужен. Там есть и такие схемы, в которых прямо указан размер, какой может получиться при вывязывании этой кокетки. Я объясняю принцип вязания, поэтому у меня вот так. Я думаю, что здесь все предельно понятно и просто. Теперь, как поделить наперед спинку и рукава. У меня вот 30 раппортов получилось в итоге. Мое вязание все по кругу. И эти 30 раппортов я поделю на 3. То есть первые 2 части это перед и спинка. И третья часть это 2 рукава. То есть ее нужно поделить на 2. Каждая часть по 10 раппортов. И третью часть поделить на 2. Получается по 5 раппортов. По 5 раппортов на каждый рукав. Но по 5 раппортов это не очень много, к сожалению, на рукавчик. Поэтому я по пол раппортика от спинки и от переда еще прибавлю к рукавочку. Вот так. Таким образом у меня на спинке останется, сейчас скажу сколько. Так, 3, 6. Ну, в общем, там неполных 10 раппортов получается на переде и на спинке. Можно приступать уже к разделению. Я буду вязать дальше белой пряжей. Сейчас взяла специально спицы более длинные, чтобы было более показательно. Поэтому... Но вязать, конечно, более удобно на спицах покороче, у которых лесочка не такая длинная. Так, вот у нас начало ряда, которое у меня идет с самого наборного края. И отсюда я буду отсчитывать. Это у меня будет как бы спинка. Я отсюда и буду отсчитывать. Вот этот раппорт как раз половина идет. Вот половину я его уберу на рукава. Отсюда я буду отсчитывать на спинку. Вяжем белой пряжей. Вот эта вот серединная петля раппорта, она уйдет у меня в рукав. И лучше, конечно, петельки посчитать. 1, 2. Так, сюда еще забыла сказать, что я хотела повесить маркеры сюда. И даже их приготовила. Ниточные маркеры. Так. Ниточный маркер сюда я повешу. У меня просто другого пока нет. Не знаю, куда я их убрала, свои маркеры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Так, это получается у нас уже 1, 2, половинка. Так, 3, 6, 6,5, 42, так, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Так, сколько это у меня рапортов? 3, 6, 9. Так, вот, наверное, остановимся пока на этом. Получается как раз 9. Дальше у нас, потому что мы по половинке от спинки с каждой стороны откинули на рукава, поэтому остается 9. Так, здесь тогда получится 3, 6. Так, здесь нам нужно, чтобы тоже было 9. Вот эти вот переснять рекомендую куда-нибудь сразу же эти петли. Чтобы их переснять, наверное, лучше на вот эту дополнительную спицу. Первый раппорт. Второй. Третий. Так, четвертый. Еще осталось 2. Так, все, 6. И еще вот от зелененького тут немножечко уберем. Так, это рукав у нас ушел. Так, здесь снова 3, 6, 9. Отсчитываем это перед. И у нас 6 остается тут на рукав. То есть поделили по 6 раппортов на рукава, по 9 на перед и спинку. Все. И пока вот это оставляем здесь, остальное, то, что вот мы сняли и провязали белой пряжей, это у нас спиночка. И мы пока что будем здесь вязать росток на этих 9 раппортах. Росток можно вязать от 3 до 5, даже 7 сантиметрах. Он будет просто азиатский, и вяжется он просто прямо туда-обратно. Для детских изделий от 3 до 3,5 сантиметров он может быть, ну, смотря, конечно, какой ребенок. На взрослых изделиях от 5 до 7 сантиметров. Вот просто вяжете по прямой туда-обратно лицевой гладью 5 сантиметров высоту ростка. Я буду, если вы на взрослого вяжете, конечно, я вяжу на ребенка, поэтому я буду вязать 3 сантиметра. 3 сантиметра у меня в рядах. Сейчас скажу, сколько рядов. Сейчас прям померяю и скажу. Так, в 1 сантиметре у меня 3 ряда, значит 3 на 3,
Получается 9 рядов я должна буду провязать лицевой глади. А дальше потом будем соединять полотно в круг, снимать рукава, набирать петли подрезов и продолжать вязание дальше. Так, сейчас я провяжу один рядок, чтобы вам было понятно, о чем я сейчас говорю. Вдруг кому-то непонятно. Кто-то не знает, что такое азиатский росток, может быть. Мне кажется, уже все это знают. Я предпочитаю в таких изделиях вязать именно азиатский росток, чтобы не заморачиваться с расчетами какими-то замудренными. Так, ой, 2 петли тут я забыла еще вот эти 2 зелененькие снять. Не 2, а 1. Включить сюда же узор. Так, извиняюсь, сейчас как-то я на это не обратила внимания. Так, вот еще сюда одну петельку. Главное потом посчитать, чтобы количество петелек на переди и на спинке было одинаковым потом. Все, вот. Теперь возвращаюсь в обратную сторону и вяжу также точно белой пряжей в обратном направлении. Теперь лицевой ряд. Где у меня белая пряжа уже куда-то убежала. Так, вяжу вот лицевой ряд теперь. То есть вяжем на высоту ростка. У кого какая высота? У меня 3 сантиметра. Все. Вот выполняем. Вот так высоту 3 сантиметра я выполняю. Выполняете, наверное, больше сантиметров. Я провязала росток 3 сантиметра, 9 рядов. И теперь буду переходить на смыкание в круг, исключая петли рукавов, и буду набирать петли для подрезов. Как определить, сколько нам нужно петелек набрать на подрезы? Для этого нам нужно измерить вот это вот расстояние, вот весь рукав, петли, которые мы оставили на рукав, и вот это вот расстояние ростка. Итого у меня вот это все вместе получилось 25 сантиметров. Вот 25 сантиметров, а мне нужно на полный обхват рукава, вот по предыдущему свитеру я смотрю, у меня здесь половинка получается 14 сантиметров, то есть итого, если все вместе, получается 28 сантиметров, все полностью весь рукав, весь обхват рукава, то 28 минус 25 получается не хватает 3 сантиметра. По плотности вязания 2 петли в сантиметре мы умножаем 3 умножить на 2 петли, получается 6 петель нужно набрать. Но можно в принципе сделать посвободнее рукав и еще прибавить на свободу где-нибудь 2-3 петельки. Я наберу, наверное, все-таки 8 петелек, а не 6. И получается, что у меня будет здесь следующая картина. Вот у меня провязана уже этот ряд лицевой ростка, я провязала и продолжаю дальше. Дальше я буду набирать петли на подрез. Итого я уже сказала 8 петелек, ну можно и 6, но я лучше наберу 8, чтобы посвободнее был рукав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петелек я набрала. Вот эти вот петельки рукава, которые у меня пересняты на спицу дополнительную, я оставляю и перехожу на вязание уже спинки. Эти петли я не вяжу, которые у меня на рукав остались.
Я их, естественно, откладываю здесь, так они остаются на этой дополнительной спице. Дальше я вяжу лицевой гладью, продолжаем по кругу. Здесь лучше всего, вот где у нас начало, вот здесь повесить маркер, чтобы знать, где начало ряда все-таки. Потому что потом будет сложнее уже определить, когда мы наберем длину свитера нашего. В общем, продолжаем вязать по кругу. Петли переда мы провязываем до следующего рукава. Так же, как мы делали на спинке, просто лицевыми петельками. Сейчас я дойду до следующего рукава. Вот у нас получился здесь рукав. И подключусь, когда дойду до следующего рукава. Так, вот я набрала подрез, провязала петли переда. Должно быть такое же количество, как и на спинке у нас петель. Нужно проверить. И дальше набираем петли подреза. Также точно 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набрала. Смыкаемся в круг. Вот эти все петельки рукавчика мы пропускаем. Остаются они на дополнительной спице. Можно, в принципе, снять на нитку, чтобы не мешали. Но я не люблю. С нитки потом мне хуже снимать. Смыкаю здесь в кольцо. Вот здесь вот повешаем маркер сейчас. Начало ряда обозначим. И продолжаем вязание по кругу. Набираем высоту нашего свитера. Все, набираем высоту свитера, просто вяжем лицевыми петельками. Ну, как, в общем, хотите. Хотите, каким-то узором можно вязать. Как угодно, в общем. Вяжем вниз, сколько нам нужно. Вот уже такая конструкция. Сейчас я покажу, что получается. Рукава у нас уже обозначены. Перед и спинку мы набрали. Продолжаем вязание. Естественно, что вы должны будете все это примерить на того, на кого вяжете. Я показываю только принцип вязания. Снять мерки. Также точно можно посмотреть таблицу, если вы не понимаете, сколько вам нужно провязать вот кокетку. Можно посмотреть таблицу. Есть таблица, какая должна быть линия реглана на соответствующий размер. Сколько сантиметров. Вот там есть такая таблица в интернете, можно ее поискать. А можно просто измерить ее, взять какую-то свою вещь или вещь того, на кого вы вяжете, все померить по этой вещи, и будет понятно. Также точно, как вот ширину рукава определить, можно просто померить кофточку, которую вы считаете эталоном. Ну все, продолжаем вязание вниз. Потом встретимся, когда я буду вязать резинку и когда буду вязать рукава. В общем, продолжаем вязание. Я перешла уже к вязанию резинки, вернее даже к закрытию резинки, поскольку тут особенно показывать нечего. Провязала я основное тело свитера на длину 32 сантиметра от горловины до начала резинки. В общем, от низа горловины до начала резинки у меня 32 сантиметра. И плюс еще 5 сантиметров резиночки я провязала. Резиночку я вязала очень тоненькими спицами номер 1,5. Чтобы не делать никаких убавок, просто здесь у меня будет естественное сужение за счет смены толщины спиц. И все, я перехожу к закрытию. Уж резиночку 1 на 1 я показывать не буду, это думаю, что все знают без меня, и так очень хорошо. Теперь я буду закрывать самым обычным способом, поскольку у меня здесь не требуется прям уж такой эластичности, я наоборот хочу, чтобы это долго не растягивалось, поэтому не буду делать никаких эластичных закрытий. Но если вы хотите, конечно же, можно закрыть и эластичным способом, и при помощи иглы. У меня, кстати, есть видео про носки, там я показываю, как закрыть резиночку 1 на 1 при помощи иглы.
Ссылочку оставлю, если вы хотите, можете посмотреть. Я сделаю там тайминг, сразу же, чтобы можно было найти это место. Вот таким образом просто провязываю лицевую, как лицевая, протягиваю, изнаночную, как изнаночная, тоже протягиваю. Таким образом я закрываю резиночку по кругу, и все. И моя основная часть свитера будет завершена. Почему еще здесь я делаю именно такое закрытие? Поскольку это у меня детская кофточка, я ее вяжу не на один раз. Если там длина мне понадобится более большая впоследствии, то я могу легко распустить и довязать эту длину, поскольку у меня вязание идет сверху вниз. Вот. И такой способ позволяет быстро распустить вниз и довязать. А если я закрою иглой, то тогда я буду мучиться гораздо дольше, поэтому я хочу облегчить себе жизнь и делаю именно такое закрытие. Дальше перейдем на вязание рукава. Когда я дошла до последней петельки, хочу показать, как я вот здесь выравниваю обычно. Вот у нас здесь лицевая петелька стоит. Я сюда вот вкалываюсь, прям в эту лицевую петельку. Петельку вторую вытаскиваю. Вот так. Одну из одной вытаскиваю, ниточку обрываю и просто вот так протягиваю, закрепляю. Все, и убираем ниточку здесь. Получается вот так. Практически незаметно, где у нас закрыто. Все. Теперь можно переходить на вывязывание рукава. Я уже здесь вот начала вывязывать. Рукав я буду вязать на 4 спицах. 3 у меня держит петли, 4 провязывает. Мне так удобней. Можно, конечно же, вязать на круговых спицах. Это уже как вы хотите. Вывязывать рукава, естественно, будем теми спицами, которыми у нас связано основное полотно. Вот. И сейчас я перейду на спицы другие. У меня здесь очень тоненькие. И начну набирать петельки. Начну я набор петель на рукав с подреза. Вот на этих 8 петельках, которые у меня здесь набраны, просто вот таким образом набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня на том рукаве получилось 64 петли, соответственно, на этом я тоже должна набрать 64 петельки. Аккуратненько делаем так, чтобы не было никаких дырочек. Вот прошли 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То место, где у нас подрез закончился. Дальше идут петельки вот как-то не так, в общем, как они должны. И с этого места просто делаем так, чтобы у нас дырочек не было. Вкалываемся, стараемся подцеплять несколько ниточек. И продолжаем набор петелек по всей окружности, вот так вот, соблюдая здесь вот эти вот, стараясь не делать больших дырочек. Как-то нужно вот так вкалываться, чтобы они не образовывались. Так, и продолжаем набор. Убираем те спицы или те ниточки, которые нам помешали бы здесь. Просто их вот так я убираю. И те петельки, которые у меня здесь просто петельки, я провязываю лицевыми. Вот, набираю необходимое количество петелек на рукава и потом подключусь, скажу, что делать дальше. Таким образом. Здесь у нас, видите, нету никаких дырочек. Я набрала по окружности рукава петельки. У меня вот здесь получилось, к сожалению, 63 петли.
а мне нужно 64. Сейчас вот я покажу, как можно сделать прибавочку вот незаметненько. Вот в этом месте, где я присоединяла нить, здесь у меня есть двойные такие петельки. Вот я просто одну провяжу как отдельно от другой, а эти петельки все вместе провяжу, как бы по 2 ниточки. Получу прибавочку на 1 петлю. Вот этот ряд следующий после набора петель провязываем просто лицевыми петельками по кругу, а со следующего ряда нам нужно будет сократить петли подрезов, начинать сокращать. В общем, провязываем и встречаемся в следующем ряду. Я подошла к петелькам подреза. Конечно же, в идеале их лучше всего отметить маркерами, если вы не понимаете, где они у вас. Но у меня вот под рукой маркеров нет, я буду работать без них. В общем, вот они начинаются. 4, 4, 8 петель. Вот сейчас мы их будем сокращать в каждом ряду. Первую петельку снимаем, вторую провязываем, одну через вторую протягиваем. Дальше это была первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмую и восьмую мы снова сокращаем, провязываем с наклоном вправо вместе, лицевой. Так, и провязываем ряд до следующего этого момента по кругу просто. И снова встречаемся перед сокращением. Снова подошла к петелькам подреза в следующем ряду. Также точно сокращаем. Первую снимаем, вторую провязываем, протягиваем. 1, 2 петельки просто провязываем. И 2 последние петельки в этом треугольничке сокращаем с наклоном влево 2 вместе. Вот у нас получается уже такой треугольничек, видно. Дальше снова петельки провязываем. И так сокращаем до тех пор, пока у нас не останется одна петелька здесь. Вот потом в следующем ряду вот эти 2 петельки сокращаем. И еще в одном ряду сокращаем вот просто 2 петельки провязываем. Одну через другую. И останется одна петелька в итоге. Итого у нас по кругу останется 57 петель. Но это у меня. Потому что я 7 петель сокращу. В подрезе останется одна петля. И все. И буду потом продолжать вязание просто по кругу, без всяких убавок и прибавок, поскольку у меня рукавчик здесь небольшой. Если вам нужны будут убавки на рукава, если у вас будут широкие рукава, то можно убавлять по классическому описанию, как бы в 4 и 6 ряду сокращаем, в каждом 4 и в каждом 6, либо в каждом 10. Выходим на нужную ширину рукава, потом вяжем без убавок и выходим на резинку. Резинку здесь я буду вязать без убавок, соответственно, я уже сказала рукава. И резинку я тоже также перейду вязать на тоненьких вот этих спицах номер 1,5. Я не буду здесь ничего сокращать, никакие петли. Все. Закрою так же, как я вам показывала, таким же способом, как на основной части. И все, и моя работа будет завершена над свитером. Все, я вам все рассказала. Надеюсь, что все было понятно. Если что-то непонятно, то, конечно, задавайте свои вопросы. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. И всем пока, с вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием.